Говорити російською в Європі стає небезпечно. В Европе говорить по-русски становится опасно. Російські блогери на Балі у відчаї продають останнє, аби купити їжу. Лучше бы холодильник забрали, нафиг по мне ходить. А в самій Московії жінки готові прати підгузники у річці. Я готова платить эту цену. Тож саме час дивитись новий випуск «Дурнів смотрить сторіс». Последні історії. Поїхали! Шановні, я намагатимусь стримувати себе та бути максимально толерантним у цьому випуску. Розумію, що це буде непросто, але я спробую. Поїхали! Ольга Лейбман, 34,9 тысяч подписчиков. Рубрика No Name. Сейчас посралась со своей горничной вообще. Она общается с горничными, со своими подружками из Украины. А у меня горничная таджичка. И вот она у них там наберется информации, мне мозг выносит. Сейчас на место ставила, я говорю, вы охренели, говорю, приезжайте в Россию, здесь работаете. Я говорю, кормите свои семьи. Еще, говорю, Россия херовая. Слушайте, ну интересно, конечно, что сказал ее узбек-камердинер. Какое мнение у лакеев и портье из Кыргызстана? И что думают туркменский кучер и привратник из Душанбе? Шановні, я обіцяв бути толерантним. И мы напали, и мы там головы детям отрезаем. Что только мне не порассказывают. Больные, блин. Сейчас сказала, говорю, еще раз слово мне скажешь. Я говорю, со своими политическими взглядами, говорю, сейчас пойдешь на улицу, поедешь в свой Таджикистан. Ну, кстати, да, сейчас даже в Таджикистане получше, чем в Рашке. Таджики как минимум не ведут себя как фашисты. И на самом деле огромное количество узбеков, например, возвращается сейчас на родину, потому что стало невыгодно работать в России. Рубль слишком подешевел. И вот эта вот разница, которую они могли заработать там на стройках или выполняя какую-то тяжелую работу в России, она нивелирована. Платье просто необыкновенное. Ну ее жопа. Блин, ребят, ну я не понимаю вообще. Реально это красиво? Вот мужики, вы мне напишите, это что, красиво? Жопа, как у Ким. Не, знаешь, что красиво? А говорить жопа, жопа, жопа все время. Жопа, вот это очень красиво. И еще сделать себя похожей на специальную серию Барби-бляди. Вот это еще очень красиво. Ну, путем косметологических каких-то процедур. Она так сильно заколола себе вот здесь, что у нее глаза просто впали в череп уже. Это просто какой-то, я не знаю, сзади танк для военных действий. О, ее надо отправить на Украину, чтобы она с жопой разгоняла нацистов. Шановні, я обіцяв бути толерантним, але ж це неможливо. Це кончена тупа пизда. Я вибачаюсь. Знаешь, на самом деле идея отправить жопу вместо танка, она как бы не свежа. Дело в том, что в Министерстве обороны Российской Федерации решили отправить жопоголовых солдат вместе с жопоголовыми офицерами и жопоголовыми генералами. И вот эти жопоголовые массово превращаются в перегной в украинском черноземе. Народ, я тут угораю. Решила перед сном, думаю, залезу в Инстаграм, а там... Короче, всем этим нацикам и украинским хейтерам очень не понравилась моя мысль, предложенная, что жопой Ким Кардашьян можно фашистов разгонять. Вот они там наяривают мне, стараются. Я просто лежу, ржу. Хотела поспать, но куда там? На том свете отоспишься, тупая тварь. Дебилы. Они даже не соображают, что уже куча просто нанята моих помощников, которые просто всю эту херь стирают. Типа они реально думают, что я лежу, читаю. Так-то вообще-то и вышло. Ты реально лежишь и читаешь. Реагирую, переживаю. Какие-то придурки мне там боты пишут. Дебилы. Такие дебилы, мамочки. Как говорится, іди нахуй. А ми дивимось сторіс далі.
Шановні, у цьому випуску немає рекламної інтеграції, але я хочу попросити вас жертвувати гроші ЗСУ. В цей час це максимально важливо. ЗСУ, тероборона та інші наші захисники – то єдина гарантія майбутнього нашої країни. Так що, якщо ви хочете нашої перемоги, скиньте трохи грошей нашим бійцям. До того ж, НБУ зробив єдину сторінку, де це дуже легко зробити. Слава Україні! К сожалению, эта страница недоступна. Видела вот такие комментарии. Не стоит думать, что они там бомжуют. Санкции по нам ударили сильнее, чем по европейцам. Слушайте, никаких иллюзий. Нам, стране, действительно предстоит большая работа, чтобы справиться с последствиями. Это цена, которую мы платим. За что? За то, чтобы тут было безопасно. Сейчас вообще не секрет, что Украину натравливали именно на войну с Россией. Блядь, послушайте, насколько они тупые. Если она говорит это от себя, а не потому что ей спустили такую методичку за 2000 рублей, то натравливали Украину на войну с Россией, и тогда Россия решила развязать войну с Украиной, чтобы у них не было войны с Украиной. Где логика? За то, чтобы у нас была сильная и независимая экономика. Да, санкции указали нам на слабые места. Ничего, проделаем работу над ошибками. Теперь говорю лично за себя. Здесь, в России, предстоит жить моему сыну. Ну как жить? Россия вяжется в очередную маленькую победоносную войну, и твой любименький сынок превратится в цифру 200. И если нужно начать сажать больше картошки на даче, стирать подгузники на реке. Нет, вы на нее посмотрите, она делала себе 1000 уколов в губы ради того, чтобы потом стирать подгузники в реке. Кого ты обманываешь? Первая же съебешься куда-нибудь в Дубай. Или перейти с туалетной бумаги на газетку, то я готова платить эту цену, чтобы у него и у других деток было будущее. Шановні, я хочу сказати кілька слів тим, хто втрачає віру в нашу перемогу. Здоровий глузд завжди перемагає божевілля. Іноді неможливо вилікувати тих, хто загруз в брехні, ідіотизмі та пропаганді. Але їх, насправді, і рятувати не треба. Інтелект і логіка будують корпорації, створюють ринки, розробляють програми, винаходять ліки та придумують рецепти. А тупість будує лише фантастичні теорії змови. Розумні завжди керували і керуватимуть дурнями. Напевно, природа не хотіла панькатись з ідіотами, її можна зрозуміти. І, звісно, життя перемагає смерть, а світ – темряву. У нас все обов'язково буде добре. Слава Україні! Мирзона. Анна Мирзон, 1,6 миллиона подписчиков. Не молчи. Лучший мотивирующий блог 2022. Mini People. Учитывая то, что новый мини больше не завозится в Россию, неразумно ли было бы написать Old Mini People? Едем с папулечкой, я его там отвожу. Папуль, я хотела тебя спросить, как ты относишься к таким вот мужчинам, которые рожают, и вообще к европейским ценностям? Извращенцы. Толерантности. Извращенцами. Извращенцы. Как ты относишься, папа, к мужчинам, которые рожают? Блядь, у них уже вместо учебников биологии используют программы Киселева или что? Да. Ты бы хотел, чтобы твои внуки и дети были такими? Да ни в коем случае. Я бы сразу от них бы отлучился. Отказался? Конечно. Давайте, конечно, сейчас послушаем, что обо всем этом думает старый, выживший из ума ебать, который последние 30 лет только и смотрит, что пропаганду по телеку. Это пи***ц как важно, что он думает. Вы его зароете в землю, блядь, через год. Какая нахуй разница? А что делать? Что сделать, чтобы у нас в России такого не было? Ну, во-первых, те, которые хотят делать, прежде чем делать, надо думать. Или у себя дома, не афишируя, да? Ну, Анечка, как ты можешь вот не афишировать или афишировать, а даже подумать о таком? Я на секундочку представил, что у нее с этим дедулей происходит то, что обычно бывает с самым любимым мужчиной в мире. Противно думать, а некоторым не противно думать об этом. Некоторым это нравится. Так я же тебе говорю, это уже извращенцы, понимаешь? Они уже себя настроили и думают, что
А в твоей молодости были такие люди? Нет. Как говорится, ответ. Ребят, обычно, это не я придумал, это психология, те люди, которые очень яро выступают против чего-то, на самом деле хотели бы стать частью этого мира, этих вещей, против которых они выступают. В данном случае мы видим латентного гомосексуала. Дедушка, может быть, ваша палочка уже не так тверда, как раньше, но вы все еще можете найти соискателя на свою дряхлую дырочку. Подумайте, у вас есть еще пару лет. Нет. В мое время таких людей вообще не было. Это получается влияние Запада? Да, и это в последнее время влияние Америки. А то, что ваша внучка, или кто это, она вам, ваша любовница, выбирает автомобиль Мини, а не автомобиль Москвич, это влияние какой страны? Шановні, саме час поставити закусінець догори цьому випуску. Мисс Катришан, Катрин Волкова, 5335 подписчиков, рубрика No Name. Катрин Волкова, флаг параши, сердечко, флаг параши. Всем привет, дорогие мои подписчики. Я вот вышла первый раз за 3 дня с ребенком выкинуть мусор и купить продукты, подышать свежим воздухом, так как малышке нужен кислород. Малышке нужен кислород раз в 3 дня. Думаю, он нужен, блядь, все время. Нет такого, что типа тебе надо подышать кислородом раз в 5 минут даже. Как бы все время хочется. Ты там на нее посмотри как-то, то ты ее завернула, может там уже и нет никого. И вы знаете, у меня нет чувства безопасности. Я вышла сейчас сюда, чтобы сказать вам свою точку зрения, которую я очень долго держу в себе, дабы не навредить своему ребенку и не навредить себе. Что она несет? Как может высказывание своей точки зрения навредить грудному ребенку? Сейчас в Европе говорить по-русски становится опасным. Сейчас люди просто с ума посходили от своей злобы. От своей злобы прям, да? А что случилось? Что произошло? Полчаса назад мне написала мама сообщение, что «Катя, я жива, все хорошо, в Донецк, в Донбасс вошли нацики, которые бомбят центр города градом». А, вот оно что. А ты думала, они прям с Донецка тебе куда-то в Испанию туда градом ёбнут? Ты что, 3 дня из дома не выходила, дура? Как, мать вашу, я могу, блядь, нормально относиться к украинской армии? Как я могу не радоваться тому, что нас пришли защищать? Действительно защищать. То есть, послушайте, эта тупая пизда поставила себе флаги России и радуется российской армии, которая нахуй стерла с лица земли Мариуполь, которая ебашит Харьков, Чернигов. Вы все знаете прекрасно, что они делают. Они, блядь, насилуют женщин, девочек, мародерствуют. И к ним вопросов, блядь, нет. Как, сука, вообще такие люди рождаются? Я вообще не понимаю. Не то, что тупая. Это тупая пизда, которую нужно изолировать. Знаете, есть тупая пизда, которая просто «это мороженое». Нет, блядь, это чашка кофе. Ну ладно. Ну это еще хуй, иди, походи где-то еще. Ну вот конкретно вот это пиздец. И когда весь мир это узнает и поймет, вы, все те люди, которые якобы хотите мира, которые якобы просите остановить войну, вы пишете людям, которые говорят на русском, жгите ваши российские паспорта. Единственный паспорт, который у меня есть, это украинский, который я с удовольствием сожгу при малейшей же возможности. Ну, слушай, дорогая, если ты сожжешь украинский паспорт, ты потеряешь возможность находиться в Европе и ездить туда без виз. Ну что ж, это была бы хорошая новость. Дело в том, что с российским паспортом, о котором ты так мечтаешь, даже если ты не будешь говорить по-русски, тебе все равно придется очень тяжело. Миллион примеров. С русским паспортом тебя могут не поселить в гостиницу, не сдать тебе квартиру, не дать в аренду в машину, не продать билет на самолет. И в конце концов, если у тебя, конечно, есть такая возможность, то со вчерашнего дня ты не можешь купить даже ебаную сумку Шанель. Русским ничего. Как только весь этот пиздец закончится,
Так вот, я никому не желаю зла. Подожди, она хочет сжечь украинский паспорт, как только весь этот пиздец закончится. Но ты в Европе, у тебя нет никакого пиздеца, ничего не происходит, пожалуйста. Она себе что-то придумала, она прячется 3 дня где-то дома, потом говорит на улице опасно, говорит по-русски, выходит на улицу, говорит по-русски какую-то чушь, и при этом говорит, что хочет сжечь украинский паспорт. Я не пишу никому, не захожу людям, долбоебам, у которых украинские флажки на аватарках. Я не пишу «сдохните», я не пишу «гореть вам в аду», хотя я имею на это полное право за то, что вы сделали с моей семьей, разделив нас за 3000 километров без возможности прилететь друг к другу, без возможности жить в моем родном городе, в моем доме. Что такого? Пожалуйста, едь живи, кто тебе мешает? А сейчас за 3 дня или там за 4 дня вы, блядь, стонете, плачете и просите пощады? Вы лицемерные падлы, твари. Сука, ебаная ты овца. Русские за несколько недель разрушили десятки наших городов. Стерли с лица земли Мариуполь, убили сотни ни в чем не повинных людей. Что, блядь, ты несешь? Вы пишете людям «горите в аду», мрази. Это не то, что мы пишем людям «горите в аду». Это то, что с вами будет. Вас нахуй всех вычислят в этих Европах, выгонят назад в Россию, а ты поедешь именно в Россию, потому что в Украину после этого видео, после выхода этой программы тебе дорога закрыта. Тебя поднимут с ног просто. Здесь просто ты с самолета только выйдешь, тебе пиздец сразу. И будет большим счастьем, если пограничники тебя отобьют у толпы и просто передадут тебя полиции, потом в суд и потом посадят в тюрьму за то, что ты пиздишь. Сдохнете, москали, паскуды, в ваших сердцах только лютая злоба и ненависть. Блядь, почему она говорит все время злоба? Злоба. Что за злоба? И люди, которые это желают, я желаю вам втройне, чего желаете вы мне. Хорошо, что в Европе действует закон, и на каждую такую подлюку, которая разжигает национальный конфликт, действует право 4 лет лишения свободы, и нахуй отсюда из Европы пинком под сратью вашу, сука. Так, спокойно, Катя, собралась? Будьте добрее, люди, пожалуйста. Будьте добрее. Просто кончений кусок безполезної біомаси. Шановні, забудьте, що я там казав про толерантність спочатку. Її не буде. Будьте добрее, люди, пожалуйста, будьте добрее. Если вы хотите мира, начните с себя. Блядь, как она себе это представляет? То есть Россия, блядь, въезжает танками в наши города, давит гражданских, насилует женщин, расстреливает людей, бомбит. А мы такие, мы должны быть добрее. Нихуя, мы не будем добрее больше ни с одним, блядь, русским человеком. Мы будем очень злыми. Мы будем находить вас везде, догонять везде. Эта война закончится, и мы победим. Но санкционное давление на вас не прекратится. И мы будем находить вас везде, по всему миру, брать за ваши ебаные шкирки и выбрасывать назад в Россию. Гнить. И ты окажешься одной из этих людей. Мир должен быть в душе каждого. И матери, которые желают мне сдохнуть или подохнуть, учтите, у вас есть дети, и все ваши проклятия окажутся на них. На них. Не на мне, на вас. Вообще, я думаю, что можно этой девушке дать премію. Одна з найконченіших тупих кацапських довбойобок за всю історію. А ми дивимось далі. Шановні, обов'язково перевірте, чи підписані ви на наш канал. Тільки підписка гарантує вам, що ви не пропустите нові випуски ДСС. Истина Глаголова 1,9 миллионов подписчиков. Екатерина Истина Глаголова. Самые просматриваемые сторис, 3 высших, преподавательский стаж 12 лет. Преподаватель какой-то, ну что ж, посмотрим. Или чьи-то люди, нам что, своих земель мало? Нам разве нужна земля? Нет, нам своей что ли мало? Своих забот не хватало?
Вы карту не видели? У нас своих забот, что ли, не хватает? Людей, что ли, нам мало? Вы знаете, очень часто говорят о том, что Россия такая большая страна, так много земли и всего остального. Но поймите, Россия находится на севере. Таким образом географически расположена, что выращивать сельхозпродукцию можно далеко не на всей территории России. Там по большей части, во-первых, никто не живет, потому что там пиздец холодно, блядь, и волки. А во-вторых, ничего нельзя выращивать, потому что, блядь, опять же холодно. Лето 1 месяц, пшеница не растет, яблоки не растут, понимаете? Ну что, о чем говорить? Ну, большая страна, только нахуй не нужна никому. Даже во время Второй мировой войны план Барбаросса предусматривал захват не всей России, а только ее европейской части. Потому что вот это все остальное дальше, это полная хуйня. Но когда славян мало того, что не ценят, так еще их начали убивать по национальному признаку, ну, ребят, это все неоспоримые факты. Кто до сих пор не смотрел, ну, я не знаю, есть ли вообще такие, загуглите, что такое Горловская Мадонна, что такое Аллея ангелов. Что за Горловская Мадонна? Это что, какая-то программа по импорту замещения западных исполнителей? Загуглите, что такое Одесский дом профсоюзов, детский пляж в Зугрессе. Вы просто загуглите. Там нету другой правды, какой-то не такой правды. Ребят, кстати, давайте так. Если гуглить пляж в Зугрессе, то невозможно найти ни одного фото самой трагедии. Только фото, где люди кладут цветы. Это пропагандистский штамп, который Рашка использует много лет. Как, например, и распятый мальчик в трусиках. Там нету другого мнения, там его быть не может. Поэтому какие вообще могут быть доводы после того, как вы посмотрите информацию вот об этих местах, когда вы ее загуглите, какие-то иные мнения, их просто не может быть. Здесь только одна правда. Ну, правда действительно одна, и звучит она так. Куда бы ни пришли русские, везде нищета, смерть и разруха. Русский военный корабль, иди нахуй. И как раз-таки в этом информационном куполе находится наименьшая часть мира. Я еще раз вам покажу карту ниже. Остальные страны категорически отказались поддерживать вот эту пропагандистскую сторону лжи. То есть, получается, Центральноафриканская республика не поддержала, да? Чили, я смотрю, никак не включились. Ну, а так, как бы все страны Евросоюза, Канада и Соединенные Штаты Америки и Австралия. Ничего, что эти страны символизируют собой высокоразвитый, цивилизованный мир, где соблюдаются права человека, где люди живут счастливо и с хорошим достатком, где низкий уровень бедности. Давайте, конечно, теперь думать, что сказала Монголия по поводу этого всего. А у нас Ксения Бородина, Бородуля, ребят, 18,2 миллиона подписчиков. В результате санкций компании по производству и отбеливанию офисной бумаги прекратили работу в России. Из-за этого российские компании больше не могут производить бумагу, производство остановились, а в России дефицит офисной бумаги. Ребята, специально пришла в книжный магазин, чтобы посмотреть, сколько стоит бумага для принтера. И нет ее. Сказали, что все скупили, бумаги нет. А вы мне говорите, что я что-то там придумываю. Поэтому и цены такие. Потому что она сейчас в дефиците. Сказать, что еще, сказали, что вот. Разобрали бумагу. Прикинь, мне только что это сказали. Теперь не только туалетная бумага дефицит. Она мне сказала, что нету бумаги. Ребят, у вас на экранах скрин, видимо, с какого-то сайта, где можно приобрести бумагу. И вот тут цены 1200, 1700 рублей, 1600 рублей. Это при том, что в России средняя зарплата 30 тысяч рублей. Не знаете смешное какое сравнение? Вот бумага стоит, например, там 1500 рублей, вот возьмем, это там 500 листов в этой пачке. То есть получается, что лист бумаги стоит 3 раза дороже, чем 1 рубль. Подумайте об этом. Сами магазины еще начинают эту ненормальную накрутку, понимаете, бешеную, и просто таким образом наживаются. Это знаете, как
когда не могу это слово назвать в Инстаграме, я уже не знаю, какое слово тут вообще можно называть. Блядь, серьезно? Уже вот так? Когда не могу это слово назвать? Подожди, Бородина, ты чё? Само слово Инстаграм тоже нельзя называть теперь. Это же экстремистская организация. Ну, мы знаем эти организации. ИГИЛ, Инстаграм, все на «и». Короче, когда произошли ужасные события в Москве, и таксисты подъезжали к торговому центру, когда там люди просто в шоке выходили, да, таксисты просто подъезжали и двойную, тройную цену назначали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, мы всегда говорили, что фраза «русские своих не бросают» – полный пиздеж. Русские, блядь, только с кайфом, если у своих какие-то проблемы. Они тут же взвинтят цены и будут ебать вас, пока у них будет такая возможность. Страна и говноедов. Вы знаете, вчера мы с нашими коллегами из команды «Львы на джипе» провели вместе стрим у них на канале. За время стрима мы собрали за 2 часа, благодаря прекрасным нашим зрителям, было 12 тысяч зрителей, собрали 1,5 миллиона гривен помощи ЗСУ. Ебашьте, хлопцы, ебашьте, чтоб нашу землю оккупантам удобрять. И мне очень понравилось, очень многие люди отметили это, стали там выкладывать в сторис, писать там слова благодарности, просто рассказывать своим друзьям, знакомым, подписчикам о том, что это произошло. И кто-то написал: русские блогеры плачут из-за закрытия Инстаграма, украинские блогеры собирают деньги на армию. И после этого они говорят: знаешь, ну мы один народ, мы что-то... Да, блядь, нет нахуй ни один народ, не близко. Слава ЗСУ, слава Украине. Кстати, только сейчас поняла, хотела на iHerb заказать всякие витамины, которые я обычно там делаю, и поняла, что его больше не существует. Нет, дело в том, что iHerb существует, и прекрасно все там. Мы продолжаем там все покупать. Но он не существует для нецивилизованных ублюдков, которыми является население Российской Федерации. Как и все остальные блага цивилизации, как то Макдональдс, Кока-Кола, хорошие машины. Не вот это вот ваша Лада, блядь, а что-нибудь получше. Ну, кстати, и Лады тоже нет. Посмотрите на этот скриншот. Вот сколько компонентов иностранного производства содержится в автомобиле Лада. И это не что-нибудь, знаете, там фонарик, который можно перестать покупать в Венгрии, а начать в Нижнем Новгороде. Это серьезные узлы и агрегаты, высокотехнологичное производство, которое не заменить. Тоже хорошей вам дороги, как говорится. Уже так спадает немного этот накал охуевания. Они типа поначалу кричали: да пиздуйте, блядь, вернетесь еще на коленях, блядь, Зара. А сейчас: ой, что-то я уже и витамины не могу купить, хорошей дороги. Немножечко начинает прозревать. И хорошо, что мой коллаген российского производства. Вот одно только радует. Ну, только одно тебе и будет радовать. Будешь жрать этот коллаген с утра до вечера. Это очень хорошо, потому что когда производство здесь, все. У всех красоток из России появилась отличная возможность натирать свои ебала российской грязью из луж. Это качественно и доступно. А мы дивимось сторіс далі. Ирина Сенна, 413 тысяч подписчиков и личный блог. Одежда, блокнот со скидкой 70%. Вот не думаю я, что там есть еще эти блокноты, учитывая то, что бумаги нет. Продаю инструмент заработка для того, чтобы еду купить. Такой бред! Вы бы знали, как я не хочу ему ее отдавать. Я хочу сама у себя ее купить. Для того, чтобы были деньги на еду. И некоторые предметы вот так тяжело идут. Что она продает? Бутылку, на которой она сидела или что? Через 5 минут приедет парень и будет у меня забирать вот эту лампу. Мою палочку-выручалочку. Ого, она продает лампу? Ребят, эта лампа стоит, не знаю, $80, может, новая. Почему же она ее продает? Вы не представляете, как мне сейчас сложно с ней расстаться. Ну, придется снимать ролики на OnlyFans без света. Хотя, кстати, какой OnlyFans? Всем русским шлюхам закрыли доступ к OnlyFans. Пока! Я пыталась его уговорить, чтобы он не покупал.
Блядь, какие русские бабы тупые. Ну, вы представьте просто себе историю. Она, выставила же, наверное, то есть она где-то находится там за границей, на островах где-то. Она выставила объявление о том, что что-то продается. В данном случае лампа. Человек пришел ее покупать. Нашелся покупатель какой-то более экономически успешный гражданин. И она пыталась его уговорить этого не делать. То есть, ребят, смотрите, если это лампа, а я вам говорю, вот скриншот, вот, смотрите, лампа стоит примерно, даже, наверное, меньше, чем $80. То есть, по факту, продаст она ее, за 40. Блядь, но тут что-то написано 600к, это может быть какие-то рупии или тенге там какие-то, или хер его знает, где она, но 600 тысяч это вот что-то такое недорогое. То есть продаст она ее за $40, где бы ты ни жила, $40 это $40. Блин, я понимаю, что сейчас это кажется каким-то абсурдом. Вам. Мне не кажется, мне просто больно. Я не хочу свою лапу. Боже, как я обожаю смотреть, как плачет русня. Это просто мое любимое. Мне вот так аж. И нужно ли дважды повторять, что, конечно же, у меня стояк. Что теперь делать, даже не знаю. Пожалуй, сохраню это видео на своем компе, посмотрю его сегодня вечером. Он ее уже увозит. Он ее уже увозит, блядь. Иди купи себе хлеб. Лучше бы холодильник забрали, нафиг по мне холодильник. А вообще, это, конечно, понятный процесс. Очень много русских блогеров жили за границей, и ничего особо не делали, снимали там, как они живут, все такое, развлекались, расслаблялись, зарабатывали там типа штуку 2-3 баксов, и им этого хватало, чтобы снимать там какие-то апартаменты и с утра до вечера загорать. Но теперь рекламы никакой из России не приходит, Инстаграм блокируют, охваты падают, все это приводит к тому, что поток денег заканчивается, ума, конечно же, у этих тупых пёс не было на то, чтобы деньги накапливать. И вот только месяц идет война, только месяц, как санкции более-менее работают, а она уже продает, вы вдумайтесь, не что-то, не кольцо, не какие-то украшения за сотни долларов или $1000, не какую-то там дорогую, чтобы пересесть на дешевую. Она продает китайскую лампу за 40 баксов. Это значит все. От жизни блогерши средней руки до жизни проститутки, которая отсасывает дальнобойщикам, осталась буквально неделя. Не поняли, то у меня сейчас серьезнейшие перемены. Я на ваших глазах отказалась от своего блогерства, от заработка в 2 миллиона рублей. Просто от того, что мне стало почему-то это неинтересным. У нее был заработок в 2 миллиона рублей. Это старыми было, наверное, $1040, 30-40 тысяч долларов. И при этом она весь этот свой заработок делала с помощью лампы за 80 баксов. И теперь, когда 1 месяц она не смогла больше ничего зарабатывать, то у нее даже на еду не осталось. Господи, какой тупой пиздеж. Я не плакала, когда закрывала свои курсы и доход 2 миллиона рублей в месяц. Я не плакала, когда покидала Инстаграм. Я смело иду в свои перемены, доверяя Богу, который меня куда-то ведет. Конечно, он ведет тебя, как и всю остальную нахуй. Я ушла из блога, оставила вот такую перспективу. Потому что в моей жизни, в моем сознании кое-что произошло. И эти перемены не настолько мощные, что я до сих пор сама не могу в это поверить. Отдавая лампу, я заплакала, потому что она и была тем символом материальным моего творчества, моей реализации, символом того, от чего мне пришлось отказаться по внутреннему зову. Отдавая лампу, я осознала, что я добровольно оставила успешный сценарий во имя новых целей, которые пока я сама еще до конца не поняла, потому что это все сложно. Как будто это не лампа была, которая чуть-чуть красивее делает картинку, а, блядь, я не знаю, возможность на улицу выходить. Что поменялось? Ты сидишь дальше, пилишь контент, что ты пиздишь? Ты дальше плачешь, сидишь в камеру, тебе там светло всегда. Зачем тебе эта лампа вообще? Какое нахер творчество? Я до сих пор сама не могу в это поверить.
что я делаю. И вот эта лампа, она просто была как, Блять, лампа Аладдина, пиздец какая-то прям. Ну, не знаю, как символ моего старого творчества, которое... блядь, даже Юрий Шевчук, блядь, не говорит про свое творчество старое. Знаю, как символ моего старого творчества, которое сейчас перестало быть для меня актуальным. Идти в новое всегда непросто, и приходится надевать доспехи бесстрашного воина. Если кто-то не знал, как выглядят бесстрашные воины, и вот так они сидят, блядь, и рыдают, когда у них еда заканчивается. А мы смотрим все эти переговоры. Я недавно слушал, блядь, как они собаку съели. Блядь, съели чью-то собаку. Ебаная. А у него кто-то спрашивает, там, отец или какой-то мужской голос, а что, есть нечего было? Он говорит, да не, мясо просто очень хотелось. Ебать! Мне когда сильно хочется мяса, ну, я как-то могу потерпеть, попить водички, я не знаю. Ну, блядь, ни разу в жизни, клянусь вам, отвечаю, ни разу в жизни не пришла в голову такая идея, как хочется мяса, сожрать бы собаку. Итак, бесстрашные воины, возвращаемся к вам. Убеждаю себя в том, что все так прикольно и не страшно, но когда за тобой никто не стоит, нет опоры, то на внутренней опоре под прицелом невежественных людей идти сложно, блядь. Она меня утомила уже. Ну, это просто переход в новый этап. Это просто переход. 3-4. Нахуй. Я хочу сейчас все это удалить, но не буду. Я теж хочу видалити все це зі своєї пам'яті, але це, на жаль, неможливо. Що ж, ми йдемо далі. Шановні, для того, щоб час між новими випусками ДСС летів швидше, підписуйтесь на наш новий проект у Телеграмі. Він називається «Боже, яке кончене». Це новини зі стану свино-собачої інстаграмної еліти і не тільки. Посилання під відео. Чеботарев лайв. 141 тысяча подписчиков. Евгений Чеботарев, номер 72. Основа Чеботарев Евгений Бан с улицы в Голливуд. Сегодня, когда узнал, что мое стекло на Мустанг уже там по 200 тысяч рублей стоит, я улыбнулся. И я понял одно, что завтра мне придется ебашить вдвойне, чтобы купить это гребаное стекло. А послезавтра втройне, скорее всего. А послезавтра в четверне. То есть здесь что вырисовывается? Здесь вырисовывается мотивация. Любая сложность – это мотивация. Блядь, какая русня тупая все-таки народность. Их, блядь, подводят под проблемы. Их тупое, алчное, жадное, кровожадное правительство. А они такие, класс, буду работать в 2 смены, блядь. Какая бы жопа ни была, блядь, это мотивация, чтобы вылезти из этой кучи дерьма. То есть извлекайте только положительные эмоции. Реально настал тот день, когда вам придется поднять свой зад и ебашить. Все. Уже, блядь, назад дороги нет. Вам нужно, блядь, это купить стекло за 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей стекло. Напоминаю, средняя зарплата 30 тысяч рублей. А вообще, конечно, русским ссы в глаза, все божья роса. Многие говорят там в Европу, там, да, смотаться, там, кайфовать, там, все спокойно. И пиздец. Там все спокойно, там действительно вы от скуки сдохнете, потому что вы родились в России. Не, я тут не согласен, дружочек, с тобой. Теперь русским не будет скучно в Европе, вас будут слать нахуй везде. А после нашей победы мы поедем туда и будем выпиздовывать каждого русского назад в Россию. Да, я вот кому язычным сейчас записываю. Вы родились в России, вы, блядь, привыкли, что что-то, какая-то хуйня случится завтра утром. Знаете, русские вообще так устроены, они поголовно там сидят все на бутылке, и как только их жопа привыкает к объему бутылки, вот бутылка, конечно, вот такая, да, и они вот где-то вот здесь, правительство мощным пинком вколачивает эту бутылку еще поглубже. И все мы привыкли. И уже можно, блядь, и не, да, кстати, и не рассказывать, что это 200 тысяч стекло стоит. Да, это мой косяк, что я там на публику что-то рассказываю, что я в ахуе, что у меня масло, блядь, под 1 000 000 стоит. Или еще какая-то хуйня. Бля, что за масло вообще под 1 000 000? Что он вообще пиздит? Посмотрите на его квартиру. Эта квартира не стоит 1 000 000. Какое нахуй масло?
Ну а по факту стукнитесь об стенку башкой, и вы поймете, что настал тот момент, когда нужно поднять зад, крутиться, вертеться и что-то придумать, блядь, и реально извлечь от этого пользу. А ведь кто-то сейчас это и делает, пока мы все ноем. Меня разъебывают каждый раз, что русские не знают русского языка. Извлечь от этого пользу, он говорит. Ну а вообще крутитесь, вертитесь, москали. Нахую желательно. Кириешка 0212 54 9000 подписчиков. Рубрика No Name. Cars Diet. А снова в блоке. Блин, их всех побанили. Всех поголовно, смотрите. Аккаунта Карсдит больше не существует. Не существует. Он из заблокированных в связи со всеми событиями перенесся, блядь, в удаленные. Блядь, а ты думала, его заблокировали и вот-вот восстановят? Маленькая тупая ты пизда. Боже, как приятно. Сука, я вела этот аккаунт, блядь, с 2016 года, блядь. Ну. 6 ебучих лет, блядь. Туда столько всего, блядь, вложено и просто нахуй. Прикинь, наша страна с 91-го года развивалась, столько всего было вложено, и тут нахуй. Терпи теперь, блядь, это только начало. Поверьте, удаленные инстаграм-аккаунты это так, цветочки. Просто понимаете, все, что находится в архивных историях там, какие-то важные события, мое взросление, блядь, Эдисона, я выкладывала туда и удаляла с телефона. Да похуй вообще на тебя, блядь, пока. Ребят, мы даем историю сдали. Элил. 34 тысячи подписчиков. Рубрика No Name. Боже, як і кончене, це пизда просто, чик-чирики нахуй, у хохлов новая затея. Бегают по интернету и говорят, русские солдаты насилуют наших 17-летних девочек. Ну, во-первых, 16 лет по закону разрешается, во-вторых. Что она сказала? Разрешается с 16 лет насиловать девочек? Ты ебанулась, блядь? Вот вы понимаете, в чем дело? Действительно это происходит. И нюанс в следующем. Есть правила ведения военных действий. Это международные правила, согласно которых ты должен стрелять в того, кто в тебя стреляет, там, определенным образом обращаться с пленными, определенным образом обращаться с гражданскими. Запрещается, согласно этих правил, применение некоторых видов вооружения, например, фосфорных бомб, которые они используют, или кассетных бомб, которые они тоже используют. Естественно, блядь, строго-настрого запрещается кого-то насиловать и убивать, пытать гражданских. И вот какое дело. Русские настолько тупые, что они себе позволили это сделать. И это значит, еще больше настроили против себя мировое цивилизованное сообщество. Это значит, что суд в Гааге, это значит, что ООН, это значит удаление из G20, это значит полная блокада, потому что одно дело, когда одна страна воюет с другой страной, воюет, это война, там военный объект взорвали, здесь военный патруль, это военные, они на войне, они умирают. Это как-то еще выглядит. Это ужасно, правда, гибнут люди, это ужасно, но это война, на ней гибнут люди. А когда насилуют, когда грабят, когда угоняют, как скот, людей на территорию своей страны, это военные преступления. И все мы знаем, согласно истории Второй мировой войны, что случается с военными преступниками. Их казнят. Во-вторых, русские женщины, сука, самые красивые женщины в мире. И, к сожалению или к счастью, военные у этих женщин пользуются большим спросом. Наши девки любят военных. Военные просто отлепляют их вот так вот от себя, потому что там
куча желающих нахуй красивых русских девчонок. Вы правда думаете, что им нужны ваши хлушки, вот эти свиньи, блядь, которых переебали вдоль и поперек, ходячий шматок сала и пошлости, и венерических заболеваний, блядь. Очень сильно, кстати, видно, что эта девочка, она не самая красивая на свете, вот так аккуратно скажу, что ее никто вообще не хочет. Просто посмотрите, как она эмоционирует на эту тему. Это же не нужно быть психологом, чтобы понять, что человек давно не слышал просто каких-то банальных слов, типа «ты симпатичная», потому что она, блядь, уродина. Они у вас либо клубнику нахуй собирают в Польше, либо ебутся в Арабских Эмиратах. Да такой докасаться даже страшно, там все нахуй. Букет, блядь, Венеры. Кто их ебать будет, кому они нужны, вы мне скажете? Так, что ж, был у нас уже один такой приз, его можно виручати очень много раз. І так, найбільш тупорила пизда у всесвіті, цей приз отримує ця тупа шмара. Шановні, увага! Прямо зараз до нашої редакції потрапила цікава інформація про цю тупу пизду. Отже, цю неприємну суку звуть Ельвіна Боровкова. Ельвіна часто відвідує Дубай. Оскільки на зарплатню блогерки, до того ж не дуже відомої, не проживеш. Їй доводиться підставлятися арабським шейхам за валютні інтервенції. Ми ніяк не можемо пояснити її природне бажання на 3 дні злітати до арабських країн, а потім швиденько назад. Ви бачите на екрані, я думаю, цей скрін. Отже, 3 дні, ще кілька днів. Знаєте, полюбляє дівчина на 3 дні злітати до Дубаю. Якихось там $100-200 заробити. Що ж, я нічого не маю проти, але нічого не кажи про наших дівчат. Посадимо на пляшку. Також, згідно її судовому позову від 2018 року щодо побоїв від сусіда, їй не звикати отримувати по нирках ногами. Цю інформацію нам надали з найкращими побажаннями неонацисти, бандерівці і наркомани команди Мольфар. Дякую. А у нас закончились сторіс. Ха-ха! Пока! А, нет, не пока. Ребят, слава ЗСУ и слава Украине!